Перед нами финальный интерьер нового Volkswagen Polo, электрическая версия ID Polo. И именно этот салон задаст направление для всех будущих интерьеров Volkswagen. Возврат к физическим кнопкам на руле и здесь на центральной консоли для климата и других функций. Дизайн простой, прямолинейный, снова более немецкий по характеру. Да, современная мультимедийная система, но при этом больше физических элементов. То, что можно крутить и нажимать. В этом видео все, что нужно знать об этом интерьере. А если вы пропустили раньше, мы уже рассказывали про батарею, мощность, экстерьер и другие детали. Но сегодня именно салон. Перед самым финальным показом внешности. Давайте сразу перейдем к делу. Я Томас, это авточувство в 4К на весь экран и без купюр. Поехали. Вот этот вариант со светлой отделкой. Будет такая конфигурация, где светлый руль, приборная панель сиденья, все в светлых тонах. Но будет и темная цветовая схема, в данном случае двухцветная. Материал без использования кожи животных, и на ощупь он действительно очень приятный. И снова настоящие физические кнопки на руле. Слева управление круиз-контролем, справа управление цифровой приборной панелью, например. Здесь есть четкая логика. Все, что вы делаете слева, отображается с левой стороны приборов. Все, что делаете справа, с правой стороны. И сами приборы будут очень интересными. Совсем скоро покажу их крупным планом. Потому что здесь есть и ретро-режим. Начнем с мультимедийной системы, она здесь полностью новая. Ее обновили так, что интерфейс стал, скажем так, ближе по логике к Apple CarPlay. Это видно уже по главному экрану. Домашнее меню со встроенной навигацией, здесь же можно выбрать режимы движения. Они меняют отклик педали газа. И то, как реагирует руль. А здесь, например, можно вывести карту на весь экран. Теперь климат-контроль. Да, здесь можно нажимать и сдвигать. Для тех, кто предпочитает сенсорное управление. Но в нижней части климат можно регулировать физически. Это еще не финальная серийная версия. Перед нами первый вручную собранный прототип. В серийной машине все будет выглядеть более премиально, но логика уже понятна. Нажимаем вниз, нажимаем вверх, и здесь же регулировка скорости вентилятора. Так можно управлять климатом, не глядя на экран. И это, честно говоря, очень приятное изменение. А дальше вот так можно сдвинуть меню вниз и перейти в ретро-режим. Справа интерфейс переключается на кассетную деку, и это выглядит очень классно, особенно когда включаешь музыку. Здесь же ретро-элементы, вдохновленные первым Golf. И чуть позже все это появится и слева, уже на самой приборной панели. По сути, это один из главных хайлайтов этого автомобиля. Но про него будет отдельный, более подробный сегмент. Он действительно того стоит. И, конечно, физическое управление. Вот этот регулятор громкости. Можно нажать, воспроизведение или пауза, повернуть громче или тише. Спереди это еще не финальный материал, сейчас он без покрытия. В серийной версии здесь будет нормальная облицовка с качественным материалом. Слева беспроводная зарядка, справа просто место для смартфона. И, кстати, телефон можно поставить вот так, вертикально. Кабель при этом подключается снизу. Здесь предусмотрено специальное отверстие. Помните, как это было в Mercedes-Benz CLA? Логика очень похожая. Ниже два разъема USB-C и еще немного дополнительного пространства. Судя по всему, так будет выглядеть и остальная часть этой зоны. Дальше подстаканники. Они здесь не адаптивные, по крайней мере в этом прототипе. И классический ключ Volkswagen. Посмотрим, появится ли позже какой-то новый вариант. И еще один приятный момент. Здесь в центральной части используется тканевая отделка. Под ней тоже мягко, этому явно уделили внимание. И это действительно здорово. Вместе с тканью на передней панели. Причем черный вариант тоже будет доступен. Здесь еще одна вставка, декоративный элемент и снова ткань на панели. Вот этот элемент выглядит как саундбар, но на самом деле это не он. Здесь установлена опциональная аудиосистема Harman Kardon, классическая схема, много динамиков, и это будет топовая версия аудиосистемы Harman Kardon. А здесь мягкая опора под локоть с высококачественным корзамом. И под ней, кстати, довольно много пространства. Так что да, решение реально удачное. Переходим к запасу над головой. Вот так. Это версия с панорамной крышей. Даже при росте 1,89 м здесь все еще остается место. Но дело не только в сиденьях. Важно и то, как работает эта опциональная крыша. Кстати, обратите внимание на фоновую подсветку салона. Я могу переключать цвета. Интеграция очень деликатная.
Вы не видите саму световую линию, видите именно световую проекцию. И выглядит это действительно премиально. А здесь дверные ручки, открыть-закрыть. Мы их уже знаем по Volkswagen T-Roc. Открываются вот так. Спереди аккуратная металлическая насечка. Здесь ощущение премиальности даже выше, чем в T-Roc. Можно просто нажать, и дверь открывается без проблем. И, наконец, 4 клавиши стеклоподъемников. Очень рад их видеть. А не 2, как в старых моделях ID. Или, если честно, как в Mercedes-Benz CLA. Вот этот элемент, по словам инженеров, здесь движение получается максимально естественным, вот так, а не вот так или как-то иначе. Можно использовать и голландский хват, правой рукой. Просто потянуть вот так. Внутренняя часть двери тоже аккуратно отделана тканью, здесь еще есть один логотип Volkswagen. И все, к чему прикасаешься, ощущается мягко. Только самый верх уже жесткий пластик, а теперь цифровая приборная панель. Но сначала еще раз взглянем на кнопки. И, кстати, они приятно щелкают. Звук действительно хороший. Кнопка подогрева руля тоже здесь. И теперь сами приборы. Мне очень нравится этот ретро-режим. Я уже ездил на этой машине. Слева скорость, справа индикатор мощности, и рекуперация тоже здесь. Это действительно очень круто. Можно переключиться обратно на более современный режим. Можно вывести экран ассистентов или полноэкранную карту. Все это доступно. Но, если честно, мне больше всего нравится именно этот вариант. Он просто очень классный. И снова ретро-режим. С кассетной декой, которая реально работает в этом режиме. Все это в стилистике Volkswagen Golf MK1. То есть здесь буквально переосмыслили идеи первого Golf. И если вы еще не подписались, самое время это сделать, чтобы не пропускать новые премьеры. А теперь подробно о сиденьях и комфорте. На первый взгляд кажется, что подголовник здесь интегрированный, но его можно регулировать по высоте вот так. Перед нами сиденье версии Style. Базовые тканевые сиденья будут проще. И без этой выраженной поддержки в области плеч. У сидений Style среднего уровня уже есть боковая поддержка плеч, внутри ткань, снаружи высококачественный кожзам. В данном случае двухцветная схема, но будет и полностью черный вариант, или, скажем так, темно-серый в салоне. Черный цвет кузова тоже будет доступен, Isofix уже есть на переднем пассажирском сидении. И еще 2 крепления сзади. Посадка здесь довольно мягкая. Плечи хорошо поддерживаются в верхней части, это разгружает поясницу. Есть и поясничная поддержка. Более того, даже массаж сидения, с движением поддержки вперед и назад. И при этом здесь комфортно сидеть даже высокому взрослому человеку, в том числе по зоне седалищных костей. Так что да, уровень комфорта действительно очень хороший. Руль регулируется вверх и вниз, и по вылету на себя и от себя. О, отлично. Включая подогрев руля, теперь он теплый, спасибо, очень приятно. И снова запас над головой, здесь по-прежнему остается немного пространства. А это опциональная стеклянная крыша. В базе будет обычно фиксированная. И это, кстати, может быть плюсом для очень жаркого климата. Эту крышу открыть нельзя, но шторку закрыть можно. То есть, когда очень жарко, но стеклянную крышу все же хочется, это по сути компромиссный вариант. Плюс такая крыша может быть лучше с точки зрения шумоизоляции и на высоких скоростях на трассе. Максимальная скорость, кстати, 175 км в час. По мощности начальный вариант 116 лошадиных сил с маленькой батареей. Дальше до 226 лошадиных сил у версии GTI. Самая мощная версия без GTI 211 лошадиных сил. Привод всегда передний. А GTI получит еще и электромеханическую блокировку переднего дифференциала, чтобы добавить эффективности на выходе из поворотов. Мы, кстати, уже ездили на этом автомобиле, еще в камуфляже. Так что если вы пропустили тот выпуск, можно посмотреть его раньше или позже, как удобно. Потому что езда там получилась действительно насыщенной. Машина очень точно заходит в повороты, четко предсказуемо. Да, по массе она тяжелее, чем Polo ДВС, все-таки батарея. Здесь примерно 1,6 тонны с большой батареей, но даже так автомобиль едет очень хорошо. Это реально чувствуется за рулем. И прежде чем перейти к заднему ряду, быстро завершаем с батареями. Большая батарея 52 кВт чистыми, малая 37 кВт LFP. Большинство, скорее всего, выберет большую батарею ради лучшего запаса хода. Зарядка с 10 до 80% около 23 минут. Пиковая мощность быстрой зарядки 130 кВт. Обычная зарядка 11 кВт. И, кстати, водительское сиденье здесь с памятью. Причем сразу на 3 водителей.
Теперь задний ряд. Начнем с дверей. Сверху жесткий пластик, и спереди, и сзади, здесь все одинаково. Ниже тканевые вставки и снова элементы аудиосистемы Harman Kardon. Сзади используются те же самые дверные ручки с аккуратно металлической насечкой. Качество действительно хорошее. Честно говоря, по ощущениям даже лучше, чем Volkswagen T-Roc. Внутренняя часть дверей снова жесткий пластик, теперь сами задние сиденья. Здесь они в светлой-отделке. Но, разумеется, можно выбрать и черные темные сиденья. Крепление изофикс по бокам, есть и третий ремень безопасности. Так что формально здесь можно разместить 5. Конечно, пространство сзади ограничено, это компактный автомобиль. Здесь ничего не складывается и не трансформируется. В какой-то момент приходится экономить место. А как по пространству для коленей? Мне ноги полностью вытянуть не удается. Но машина короткая, поэтому колени приходится чуть разводить в стороны. По крайней мере, когда я сам за рулем. По запасу над головой, в версии с панорамной крышей, при росте 1,89 м здесь все еще нормально помещаешься. Потолок здесь снова приподнимается, но стеклянную крышу не протянули до самого заднего ряда. С учетом этого, да, места для ног не так много. Но нужно понимать, автомобиль короткий, это ожидаемо. Сама посадка при этом вполне комфортная, довольно удобная. Единственный момент, как у многих компактных электромобилей, из-за относительно высокого пола ноги находятся под чуть большим углом. Хотя сам пол здесь довольно низкий. Это хорошо видно вот здесь. И, кстати, сзади есть 2 разъема USB-C в центральной части. И еще один важный момент, если вспомнить концепт-кар и сравнить его с серийной версией. Глубокий багажник, он сохранится, скоро я его покажу. А вот чего не будет в серийной машине, это откидной скамьи, которую можно было поднимать вот так. В концепте она была. Людям очень нравилась эта функция. Но инженерам нужно было где-то разместить технику. И именно поэтому мы лишились и переднего багажника. Франка здесь тоже не будет. И им также нужно пространство вот здесь, снизу. В итоге его осталось так мало, что делать откидную скамью уже просто не имело смысла. Да, людям очень нравилась эта функция, но, к сожалению, реализовать ее не удалось. Потому что автомобилю нужно место для техники, для разных модулей здесь и там. И часть этих компонентов как раз размещена под задним сиденьем. Теперь багажник, объем 435 литров, и здесь есть особенно интересный момент. Сверху полка, но если посмотреть ниже, то мой чемодан спрятан именно под ней. Потому что само подпольное пространство здесь действительно очень большое. Но конкретно этот автомобиль с сабвуфером, помните, аудиосистема Harman Kardon. Если сабвуфера нет, все это пространство полностью свободно. И, например, можно поставить 2 ящика с водой рядом. Если сабвуфер есть, объем немного уменьшается. И нужно быть аккуратней с кабелями и мелочами. Так что здесь стоит заранее подумать, что для вас важнее. Максимальный объем багажника или лучше звук с аудиосистемой Harman Kardon. А если хочется еще больше пространства под полом, оно здесь действительно огромное, есть несколько вариантов. Можно установить пол вот так, можно вообще его вынуть, можно оставить ровный уровень или опустить пол ниже. Например, если установлен сабвуфер, логично оставить его в нижнем положении. Тогда вы выигрываете еще и по высоте. Так что вариантов компоновки здесь реально много, очень интересно реализовано. Теперь посмотрим на остальной багажник. Снимаем полку. И можно сложить спинки сидений. Здесь есть крепление топ-теза, складывание в пропорции 60/40. И снова, либо нижнее положение пола, либо ровный уровень, чтобы было удобнее загружать вещи. Я снова достаю рулетку. Ширина здесь примерно 1 метр, чуть меньше. Длина до второго ряда сидений около 46 сантиметров. А общая длина до спинки водительского сидения в моем положении за рулем примерно 1 метр 40 сантиметров. А вот по высоте все уже зависит от конфигурации. В стандартном положении примерно 65 сантиметров. Но если пустить пол в нижнее положение, высота, конечно, заметно увеличивается. Вот так. Тогда получаем уже около 83 сантиметров. Ну и максимальный вариант, я называю его режим перевозки растения из Ikea. В таком случае высота примерно 1 метр 12 сантиметров. Это, конечно, очень солидный показатель. Можно перевозить и высокие предметы в вертикальном положении. Эту полку можно вообще ставить дома, либо снова установить вот так в одном из промежуточных положений. В итоге багажник очень гибкий, и это действительно сильная сторона. И еще раз прошу прощения, что мы пока не можем показать автомобиль снаружи. Экстерьер все еще под эмбарго. Полноценный показ будет позже. А вот что уже можно сказать,
Буксировочная способность у самых мощных версий составит до 1,2 тонны. Также будет доступен фаркоп для крепления велобагажника с допустимой нагрузкой до 75 кг. Теперь о ценах, если вы еще не слышали. Версия с маленькой батареей стартует примерно с 25 тысяч евро. Большая батарея чуть дороже. А если взять большую батарею и добавить оснащение в салоне, то, например, версия на 211 лошадиных сил получается примерно около 35 тысяч евро. GTI мы ожидаем в районе 38 тысяч евро. Но большинство покупателей, конечно, пойдут по лизингу. Так что особенно интересно будет посмотреть, какими окажутся лизинговые ставки на практике. Что еще важно по внешним габаритам. Длина около 4 метров 5 сантиметров, колеса от 17 до 19 дюймов. На нашем первом тест-драйве, кстати, были установлены 19-дюймовые колеса. В базе стандартная подвеска, сзади торсионная балка, и именно торсионная балка сзади позволила реализовать настолько глубокий багажник. Это тоже очень интересный момент. Что касается опций, а точнее GTI. Только версия GTI получит адаптивную подвеску DCC и только она. У остальных версий нет. Но мы ожидаем, что позже появится и фиксированная спортивная подвеска. Например, в сочетании с пакетом R-Line, чтобы было больше вариантов выбора. Этот Volkswagen Polo будут выпускать на заводе в Мартарель, в Испании, на одной линии с Cupra Raval. А на другом заводе появится ID Cross и его кроссоверный брат. Там же будут собирать и Skoda Epic, небольшой электрический кроссовер Skoda. Так что впереди много интересного. И напоследок, я очень рекомендую посмотреть наш первый тест-драйв этого автомобиля, если вы его еще не видели. Там очень много информации. И главное, действительно классная езда. Машина получилась очень азартной, очень маневренной и при этом очень точной. Ну и конечно будет интересно увидеть, как в итоге будет выглядеть ID Cross, кроссоверный брат этой модели.